Привет! Сегодня хочу показать, как я делала серьги со слониками. В новом сезоне актуальна анималистика и природные мотивы. А на парижском показе мод видела серьги с обезьянками. Возможно, я их тоже попробую сделать, но пока захотелось создать именно винтажных слоников на подвесках с кристаллами. Для начала нарисовала 1001 набросок, пока не появился вот такой милаш. Для создания сережек мне понадобится фурнитура, пины, масса для лепки. Я взяла ту, которая высыхает на воздухе. Отделяю две одинаковые части и разделяю их на условные детали – головы и тела. Для смачивания поверхности беру обычную воду. Забегая вперед, скажу, что лучше основу делать из фольги. Так фигурки получаются более легкими. Смачиваю поверхность и вылепливаю тельце. По форме получается похожим на луну. Беру вторую часть глины и скатываю ее в шарик, а затем прикрепляю к тельцу. Лучше всего, конечно, работать с подходящими инструментами и без перчаток. В своей следующей работе я именно так и сделала. Детали потихоньку застывают, и к ним удобно пристраивать остальные части. Скатываю колбаску, это будет хобот, и стараюсь аккуратно присоединить его к голове. Проглаживаю места стыков.
На бока добавляю еще пасты, чтобы слоны были не плоскими, а пухленькими. Теперь начинаю вылепливать уши. Делаю сразу оба уха и присоединяю их к голове, при этом затирая швы. Те места, которые уже подсохли, смачиваю водой. Постоянно разглаживаю поверхность. Теперь инструментом-шариком на конце делаю впадинки на голове. Глазки решила сделать интересным способом, с помощью смолы. Но об этом расскажу чуть позже. Так как это будут серьги, и их как-то надо будет прикреплять к подвескам, в спинки вставляю серебристые пины. Оставляю слонов на просушку. Обычно это занимает 24 часа. Но так как я их спрятала в шкаф, они сохли у меня 2 дня. Когда слоники высохли, прохожу мелкозернистой наждачкой. Убираю пыль влажной салфеткой. Теперь окрашиваю фигурки белой акриловой краской. На этом моменте хорошо бы оставить их в покое, часа на 2, пусть сохнут. Но мне уж очень хотелось продолжить работу, поэтому в некоторых местах у меня акрил стерся. Впадинки окрашиваю черным акрилом. Теперь беру свою любимую бронзовую краску от P.B.L. и рисую обводку на ушках, линию верхнего века, кончики хвостика. И делаю пятнышки на спинке.
Теперь приступаю к созданию глазок. Наношу УФ-смолу сначала в один глаз, просушиваю в лампе, наношу второй слой, также просушиваю и делаю так со всеми глазами. После того, как глазки подсохли, наношу тонким слоем смолу на всю поверхность слоников. Получается эффект глазури, и они выглядят очень красиво. Но также можно использовать и обычный глянцевый лак. Теперь приступаю к сборке украшений. Я уже заранее подобрала бусины и кристаллы, и теперь просто набираю их на мононить. Сначала идет жемчужинка, потом кристалл, бирюза, большой кристалл, и в самом конце надеваю невероятной красоты бусину. Внутри нее будто густой туман. Прохожу нитью несколько раз через все бусины. Делаю так вторую сережку. Винтажные слоники готовы. Они получились очень милыми. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчик вверх и подписывайтесь на мой канал. Напишите, захотелось ли вам сделать что-то подобное. Возможно, вы уже занимаетесь моделированием и знаете какие-то особенности при работе с таким материалом. Мне очень интересно. С вами была Нерианда. Всем творческих успехов. До новых встреч!